X-Gen на дворе, и многие уже играют в Xbox Series X, распаковывают ее и показывают, какая она классная. И такое чувство, что все забыли про то, что в рамках нового поколения вышел еще один Xbox. Я, конечно же, говорю про Xbox Series S. Маленькая версия майкрософтовской коробочки осталась в тени большого брата и не получает почти никакого внимания от аудитории. Чему является подтверждением тот факт, что ее мне удалось купить в первый день продаж консолей нового поколения без всяких предзаказов. А предзаказы на обе версии PlayStation и на большой Xbox были раскуплены почти моментально. Но я сейчас попробую рассказать, почему этот малыш самый недооцененный кусок технологий нового поколения. И почему вам стоит обратить на него внимание, особенно если вы пропустили предыдущее поколение Xbox. И как и я, имеете PlayStation 4 как основную консоль. Начну, пожалуй, издалека и покажу, как новый Xbox выглядит. Это определенная самая красивая консоль нового поколения. Вы посмотрите, какая она милая, маленькая. Да мой телефон больше в длину, чем она. Я, честно говоря, совершенно не ожидал, что мне настолько понравится ее внешний вид, но в жизни она просто вау, в натуре класс, четко. И, конечно же, выглядит она куда более интересно, чем скучный черный параллелепипед старшего брата в лице Series X или вычурный космодизайн новой PlayStation из китайского блестящего пластика. В общем, смотрится под телевизором Series S идеально, как по мне. Я, пожалуй, скажу, что это самая красивая консоль за всю историю. Докажите, что я не прав в комментариях. Она очень тихая, но над черной решеткой кулера всегда очень тепло, так что если поставить консоль на рабочем столе, то можно нехило сэкономить на отоплении. Горячий воздух будет дуть вам в лицо. И это классно. Наверное, но не летом. Геймпад обычный, xbox-овский, и если сравнивать с геймпадом от PlayStation 4, то он ощутимо больше и тяжелее. И нелепее, ведь что может быть более нелепо, чем батарейки в геймпаде в 2020 году? Почему просто не поставить туда аккумулятор? Да, он будет разряжаться быстрее, чем батарейки, но аккумулятор не надо будет покупать раз в месяц. Хотя здесь, пожалуй, очевидно, почему майки это делают. Все просто для того, чтобы продавать аккумулятор отдельно за дополнительных 20 евро. Как-то это некрасиво, что ли? Ну, знаете, что еще не круто? Пупырышки! Ладно, если серьезно, то мне они нравятся больше, чем просто матовый скользкий пластик, который при подобных игровых моментах становится еще более скользким, и хват с пупырышками намного более надежный и уверенный. Хотя некоторые опять же со мной поспорят. В остальном это обычный xbox-овский геймпад, определенно качественный и надежный. Но вам, пожалуй, интересно, как на ней играются игры. Да, отлично играются, и их очень много, и они доступны сразу, как только вы включаете консоль. Я, конечно же, имею в виду Game Pass. В общем-то говоря, весь этот Xbox Series S это почти полностью проигрыватель игр из Game Pass. И этого вполне достаточно, особенно если вы, как и я, играли все предыдущее поколение на PlayStation 4 и пропустили многие эксклюзивы Microsoft, такие как Ori, обе части, Sea of Thieves, Forza и так далее и тому подобное. Все эти игры доступны сразу же по подписке, где первый месяц можно купить за 1 евро. А следующие месяцы стоят 10 евро в месяц. И не только эксклюзивы майков есть в этом самом геймпассе. Там вам и Ведьмак, и Doom Eternal, и Outer World, и так далее, и тому подобное. А кроме этого, там игры с Xbox 360 и оригинального Xbox. В общем, библиотека игр просто завались. Играй хоть каждый день в новую игру. 100 игр по подписке. Это классно. Так вот, имея подписку, отпадает нужда в приводе для дисков, а постоянная ротация игр, то есть список доступных игр в геймпассе, постоянно обновляется. Даже не заставляет задуматься о дополнительной покупке игр в онлайне. Ах да, и еще, имея подписку Game Pass, у вас автоматически есть подписка Xbox Live, которая дает 2-3 игры ежемесячно бесплатно дополнительно. То есть по факту Series S это просто плеер для Game Pass игр, и этого
более чем достаточно. Он дешевый, он достаточно производителен, и там много игр. Чего еще желать? Ведь вы покупаете консоль для игр, здесь есть игры, и они здесь те же самые, что и на старшем Xbox Series X. Пусть и выглядят немного хуже. Или, может быть, вы хотите больше пикселей и FPS, но ведь пиксели не дадут вам больше игрового опыта. Ну и если вам уж настолько важны пиксели и FPS, то ПК покажет гораздо больше пикселей и FPS, чем даже Series X, хотя и стоит будет в разы дороже. Однако эта маленькая белая коробочка все еще рендерит нативный 1440p, что есть 2К с апскейлом до 4К для некоторых игр. Я просто напомню, что в это время 4К и 2К есть Nintendo Switch, который отображает игры в 720p в портативе. Но это не мешает никому наслаждаться теми играми, что там выходят. И как насчет игр в 120 FPS? А Series S может и это, только жаль, что у меня нет такого монитора, и я думаю, что мало у кого есть на самом деле. Иногда мне кажется, что вся эта гонка за пикселями мешает нам наслаждаться играми. Ведь если вы хотите играть в игры, то вот отличная игровая консоль за $300, которой должно хватить на несколько лет вперед. А когда ее мощности перестанет хватать на новейшие игры, то я вам авторитетно предсказываю, что майки просто будут предоставлять новые игры посредством облачного гейминга xCloud, когда весь процессинг игр будет на каком-то сервере, а Xbox будет просто транслировать картинку. В таком случае консоль теоретически прослужит вам каких-нибудь 10 лет. И это отличное предложение за свои деньги. Стоит ли говорить о том, что Series X тоже устареет и тоже скорее всего превратится в стриминг-девайс? Вопрос, зачем покупать Series X, конечно же, риторический. Если же вы хотите всегда быть на острие технологий и всегда играть в топовые игры на ультрах, то готовьтесь выбирать ПК за пару тысяч баксов и раз в 2-3 года обновлять железо, на что уйдет тоже в районе $1000, наверное. Однако давайте немного вернемся к консоли, о которой я пытаюсь рассказать в этом видео, и посмотрим, как она справляется с играми. Да, отлично она справляется. Ori вот идет в 4К 60 FPS. Это, кстати, единственная игра, которую я нашел, что идет в 4К 60 FPS. Есть также Gears 5 и Forza Horizon 4, которые потенциально могут выдавать до 120 кадров в секунду, но проверить это опять же я не могу, потому что у меня нет 120 герцового монитора. Загрузки быстрые благодаря SSD, но это вполне ожидаемо для SSD, ведь это SSD, мать вашу. И вы знаете что? Даже на предыдущие поколения консолей в виде Xbox One и PlayStation 4 люди тоже ставят SSD. И это легко сделать. Даже на PlayStation 4 ты можешь поменять стандартный жесткий диск на SSD, и даже гарантия не испортится, потому что вы просто не срываете заводскую гарантийную пломбу. Настолько там доступен жесткий диск. И когда вы поменяете жесткий диск на SSD, что вы увидите? Скорость загрузки будет быстрее, да потому что это SSD. Конечно, на новых поколениях консолей это доведено до ума, ведь кроме SSD также нужны специальные коммуникации, которые будут способны транслировать такое количество информации от SSD непосредственно к процессору. Поэтому скорость загрузки очевидно больше, чем могла бы быть на предыдущих поколениях. Но какой-то революции я здесь, конечно же, не вижу. Загрузки просто быстрее, и это очень приятно. А вот игровые ролики консоль записывает в 1080p максимум, а карты захвата у меня нет, поэтому могу вам предложить только заценить 1080p футаж. Вот вам Ведьмак. Вот вам Gears 5. А вот Outer Worlds. Все это опять же я загрузил из геймпасса. Немного разочаровывает то, что расширить место можно только при помощи дорогущей карты от Seagate за 200 евро. А HDD по USB подключить, конечно же, можно, но только для того, чтобы вы попадали скриншоты и ролики с игр, ну или игры предыдущих поколений, которые не требуют высокоскоростного SSD.
Но с другой стороны, почти у всех уже есть быстрый интернет, поэтому перекачивать игры не должно составить большой проблемы, если вам захотелось поиграть в игру, которую вы удалили. Ну, изначально доступных 360 гигабайт должно хватить на 3-4 игры, в зависимости от самих игр, конечно. Стоит отметить, что на младшей модели Xbox Series S игры занимают немного меньше, чем на старшем Xbox Series X, потому что она более производительная и требует более тяжелых текстур. Кое-что я нахожу не очень удобным, и это интерфейс. Вот взять, например, интерфейс PlayStation 4. Это список игр и приложений, и все настройки и социальные активности отдельно. В Xbox же это просто какое-то мракобесие. На главном экране все подряд. И настройки, и магазин приложений, и черт знает что еще, и реклама, и все навалено в кучу. И более того, список элементов постоянно меняется в зависимости от того, что последнее вы запустили раньше. Еще мне непонятно, почему я не могу стримить сразу игру в Twitch, например, или YouTube, как я могу сделать на той же самой PlayStation 4, и мог это сделать в самой первой версии PlayStation 4 FAT. Та же самая PlayStation 4 записывает последние 15 минут геймплея нажатием одной кнопки. Здесь это всего 1 минута в 1080p или 3 минуты в 720. Это какие-то непонятные искусственные ограничения, и мне интересно, зачем. Я совсем не понимаю наличие дополнительной кнопки Share на геймпаде, если она дублирует функции из быстрого меню, которое вызывается нажатием кнопки X на геймпаде. В общем, как мне кажется, это не самая удобная платформа для создания контента, и интерфейс мог бы быть намного лучше, чем он есть. При всех очевидных достоинствах я все еще не спешу продавать свою PlayStation 4 и настроен покупать PlayStation 5. Хотя и не сразу, а через пару лет, когда Sony выпустят Slim-версию, которая, я надеюсь, будет выглядеть чуть более адекватно, чем китайский пластиковый космический корабль из будущего. И немного меньше. И при всем этом я вижу Xbox только как дополнительную консоль, которая будет давать доступ к эксклюзивам Xbox. Однако PlayStation мне все еще нравится больше своим интерфейсом, своими играми в целом и общим опытом взаимодействия с консолью. Но с покупкой Xbox я получил доступ к огромному количеству игр, и их число будет только увеличиваться со временем. Не стоит пока что обращать внимание на эту консоль и владельцам консоли предыдущего поколения от Microsoft, особенно Xbox One X. Ведь новых игр, которые вышли на новое поколение консолей, просто нет, поэтому новые эмоции вы вряд ли получите от такого апгрейда. Но если же вы, как и я, пропустили предыдущее поколение Xbox совсем, то я очень советую присмотреться к покупке Series S, тем более, скорее всего, вы сможете это сделать прямо сегодня, ведь все предзаказы достались Xbox Series X. А что вы думаете о новых поколениях консолей? Какую консоль будете брать вы? Может быть, все консоли сразу? Оставляйте свое мнение в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.